Наверное, каждый или практически каждый человек в конце уходящего года, вдохновленный праздничным настроением, дает себе обещание, что с Нового года он таки изменит свою жизнь, похудеет, станет больше зарабатывать, поправит здоровье, начнет наконец читать книги, в общем, изменится по самое не хочу. Но как только часы пробьют 12 и мы перешагнем в Новый год, об обещании, данном себе 31 декабря, вспомнит лишь несколько процентов людей. Почему так происходит? И как остаться вдохновленным и мотивированным на выполнение своих целей после праздников? Эти вопросы мы обсудим сегодня в ролике. С вами Анна, и вы на канале Не Психология, где мы все вместе будем бороться с желанием прокрастинировать свой успех. А вы никогда не замечали, что перед праздниками, в частности перед Новым годом, люди вокруг становятся гораздо жизнерадостнее? Уровень жизни у всех возрастает, ведь в магазинах не протолкнуться. Все улыбаются друг другу, придерживают двери, помогают отнести пакеты с продуктами в машину, говорят спасибо и пожалуйста, ставят цели и верят в чудеса. Но что происходит, когда праздники заканчиваются? Что ты сказал? А ну-ка быстро убери свои пакеты, я из-за них отъехать не могу. Мир резко становится серым и унылым. У всех разом закончились деньги, и уровень жизни снизился на несколько отметок ниже, чем был до праздников. Мы уже ничего не хотим, цели теперь кажутся совершенно нереалистичными и нереализуемыми. Знакома такая картина? Припоминаете? А я вот, вспоминая эту картину, невольно задумалась. Если праздничное настроение так благотворно на всех влияет, а постпраздничное настроение напротив выбивает из колеи, то почему бы нам не сделать так, чтобы праздником казался нам абсолютно каждый день? Да, Ань, прекрасная мысль, просто идеальная. Только как же нам ее реализовать? Ведь ощущение нереалистичности так и сочится из нее. Она же словно из разряда антиутопии. Хорошо, что мы умеем размышлять. Сейчас мы это с вами и сделаем. Давайте-ка задумаемся, какие эмоции дают нам ощущение праздника. Радость, восторг, вера в чудо, восхищение, любовь, ожидание волшебства. Соответственно, для того, чтобы чувствовать, будто каждый день праздник, нам необходимо ощущать эти эмоции каждый день. Но где же их взять-то в ежедневной рутине обыденности? Хороший вопрос. Люблю я хорошие вопросы. И вот тут уже образуется по-чудесному замкнутый круг. И здесь нам уже помогут наши цели, а точнее их реализация. Ведь когда мы реализуем свои цели, мы испытываем абсолютно те же эмоции, что и в празднике. Погодите-ка, все равно непонятно. Но ведь мы не сможем добиваться по одной цели в день. Или сможем? Этот вопрос мы разберем чуточку позже. А пока что давайте сделаем одно очень важное упражнение. Прямо сейчас, при условии, что вам удобно и это безопасно, возьмите блокнот и ручку. Так, не халтурить, иди за блокнотом и ручкой. Сейчас, прежде чем вдохновиться и поставить цели на следующий год, я предлагаю вам сначала сделать небольшое упражнение и кратко проанализировать год уходящий. Это крайне важное задание, так как оно поможет нам в постановке и даже в осуществлении наших грандиозных планов. Прямо сейчас на бумаге запишите ответы на следующие вопросы. Первое. Насколько был продуктивен для вас уходящий год? То есть, насколько много целей из тех, что вы поставили себе в этом году, вы успели реализовать. Поставьте оценку от 1 до 10. Возможно, вы вообще не ставили себе никаких целей. Ничего страшного, этот вариант мы разберем чуть позже. Можете здесь пока поставить цифру 0. Второй вопрос. Насколько, как вам кажется, вы выросли как личность за этот год? Здесь я имею в виду то, насколько компетентным вы себя ощущаете в данный момент по отношению к началу этого года. Стали ли вы за этот год умнее и мудрее в какой-либо области своей жизни? Может быть, даже не одной. Оцените свой опыт от 1 до 10. Если вам кажется, что у вас не произошло никакого роста за этот год, то подумайте, может быть, вы прочитали какую-то книгу, которую все время откладывали, или, наконец, наладили отношения с каким-то человеком, научились лучше слушать, лучше разговаривать, приготовили какие-то новые блюда, которые раньше не готовили никогда, может быть, наладили режим сна. Здесь важно любое улучшение, поэтому подумайте хорошенько. Можете пока поставить видео на паузу. Итак, мы проанализировали уходящий год. Насколько хорошим он, по вашему мнению, был для вас, исходя из этого небольшого теста.
Выразите свой ответ в среднем значении между двумя оценками и также запишите его и обведите в кружочек. Понимание того, насколько вы довольны или недовольны собой по итогу этого года, даст вам либо уверенность в себе и своих действиях, а значит еще большую мотивацию, либо желание что-то поменять, что также будет являться мотивирующим фактором. Да, кстати, если кто-то написал цифру 0 ответом на первый вопрос, хочу сказать вам следующее. Вероятнее всего, у вас были цели, просто вы не оформили их в письменном виде. И поэтому, не получив опоры насчет них, мозг определил их как ненужную информацию и постепенно избавился от этих целей. Да, так, к сожалению, очень часто происходит. Наш мозг ежесекундно обрабатывает миллионы бит информации, оставляя лишь тысячные доли 1%. И если мы просто один раз и без энтузиазма обмолвимся о том, что хотели бы записаться на курсы по ораторскому мастерству, но это пока невозможно, поэтому пока не буду это делать своей целью, сделаю чуть позже, то постепенно или даже сразу же наш мозг отсечет эту информацию, посчитав ее неважной. Отсюда и фраза «мысли как дым». К тому же, в ходе многочисленных исследований учеными было установлено, что цели, оформленные на бумаге, имеют свойство реализовываться гораздо быстрее, чем не записанные. Отсюда следует, что записывая свои цели на бумагу, мы примерно на 30-50% ускоряем их реализацию. Так что первым лайфхаком по постановке и реализации целей на грядущий год будет следующее. Заведите себе блокнот или тетрадь, куда будете записывать все свои цели, абсолютно любые, от приготовить что-то новенькое до покупки дворца. Если блокнота под рукой у вас не окажется, можете записать телефон. Но потом обязательно перенесите эти цели на бумагу. Так это еще больше отпечатается в вашем разуме. Так, блокноты пока не убираем, они нам очень скоро понадобятся. А сейчас давайте вернемся к вопросу, который мы оставили незакрытым. Как же нам с помощью наших целей создать ежедневное ощущение праздника? Это очень замечательный вопрос, ведь если мы научимся этому, то у нас образуется что-то вроде замкнутого круга, в хорошем смысле. Мы будем завершать цели, и радость от их достижения станет нашим лучшим помощником в реализации последующих наших планов и целей. Ведь когда мы в отличном праздничном настроении, нам гораздо легче приступать к исполнению следующих наших желаний. И еще один жирный плюс. Все это подкрепляется верой. Мы начинаем все больше верить в себя и в свой успех. А, естественно, реализовывать свои цели нам становится все легче и легче. Итак, как же нам добиться ощущения каждодневного праздника? На самом деле все не так уж и сложно. Нам необходимо разбить свои большие и важные цели на подцели. Подумайте, какие маленькие шаги для реализации ваших больших целей на год вы можете совершать каждый день. Прям сядьте, не поленитесь и распишите каждую цель на подпункты. Возможно, это займет у вас даже несколько часов, если у вас много целей, а не глобальные. Но зато потом, целый год, вы представьте, вы будете в большинстве своих дней наслаждаться прекрасным настроением и продуктивностью. И при этом ваша жизнь действительно начнет капитально меняться. Вы поразитесь, насколько ваша продуктивность возрастет. И уверяю вас, к концу 2022 года, когда придет время наконец свериться со своим списком, вы обнаружите, что большинство ваших целей или даже абсолютно все цели реализованы. Очень важный момент. Не забывайте отмечать в конце каждого дня, что вы сделали сегодня для того, чтобы приблизиться на шаг или два к своей цели. И этот момент также важен, как сама цель. Без него ничего не получится. Ведь нам в первую очередь важно видеть свои достижения. Именно осознание нашей продуктивности позволяет нам радоваться каждый день и подкрепляет нашу веру в успех. Как я уже говорила в начале, обычно мы забываем об обещаниях, данных себе под впечатлением праздников. Хотя всегда хотим все начать с новой недели, месяца или года. Поэтому давайте прямо сейчас сформируем несколько целей на будущий год. Запишите их прямо в том же блокноте или на листе, на котором вы производили анализ уходящего года. А для того, чтобы в январе, когда закончатся праздники, вспомнить о данных целях, там же давайте напишем еще одну маленькую, но очень важную цель обещания, которая будет звучать для всех нас одинаково. Я обязуюсь 2 января вспомнить о своих целях и каждый день делать шаги по направлению к ним. Вот увидите, 2 числа вы обязательно вспомните о пообещании данном себе, и это положит начало вашему прекрасному праздничному году.
Еще, пожалуй, посоветую вам поставить цели во всех 4 сферах жизни. Напомню, это физическое, тело и здоровье, духовное, личностный рост, материальная сфера финансов и социальная сфера коммуникации и отношений между людьми. Поставив себе хотя бы по одной цели в каждой из этих сфер, вы вскоре поймете, насколько же они взаимозависимы и как плодотворно влияет реализация целей из одной сферы жизни на реализацию целей из других сфер. Друзья, давайте же пообещаем себе, что достигнем своих целей в новом году во что бы то ни стало. Я верю в вас, ребята. Желаю вам также верить в себя и в то, что вы сможете сделать свою жизнь только лучше и прекраснее. С вами была, конечно же, ваша Анна. Увидимся!